Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу о том, как мы своими руками собирали спроектированный моей супругой шкаф специально под нашу квартиру и с учетом всех наших пожеланий в будущей зоне хранения. Кстати, в шкафу будут храниться не только предметы одежды и обувь, но и чемоданы. В общем, шкаф будет весьма объемным и высоким, практически до самого потолка, но при этом у него не будет антресолей. Вся конструкция будет цельной. Собственно, это добавило некоторые сложности при сборке, но зато, на наш взгляд, шкаф получился довольно стильным. Этот шкаф мы собирали параллельно с нашей кухней. Так что я могу сказать, что опыта сборки мебели по индивидуальному проекту у меня не было. Я имел лишь общее представление о том, как это делается, а с некоторыми элементами крепления, такими как эксцентриковые стяжки, я работал вообще впервые. Что у нас получилось, вы увидите в конце ролика, а пока можете посмотреть процесс сборки на то, как другие работают.
Весь шкаф мы собирали в лежачем положении, а уже потом мы его поднимали и ставили на место. И так как такую конструкцию невозможно было поднять в собранном виде, нам пришлось шкаф частично разобрать. Мы открутили одну боковую стенку и верхнюю крышку, чтобы поставить шкаф вертикально, и уже после этого прикрутили все обратно. Кстати, это только первая секция, всего их будет две. И сейчас я прикручиваю стенку конфирматами, но их не будет видно, так как их шляпки будут между двумя секциями. А вот уже на второй секции, где боковая стенка будет открыта взгляду, я ее буду крепить с помощью эксцентриковых стяжек. То есть никаких соединений видно не будет. Готовый корпус шкафа я прикрутил к стене через металлические уголки. И естественно, перед этим я его установил по уровню. Вот теперь он никуда не денется. Пора приступать к сборке второй секции. Она, кстати, зеркальная копия первой, и ее мы собрали уже быстрее. Вот сейчас мы пытаемся поднять эту махину, не разбирая ее, но ничего из этой затеи у нас не получилось. Нам пришлось снова частично разбирать шкаф, поднимать его, а затем заканчивать сборку уже в вертикальном положении. Вторую секцию я также установил по уровню и закрепил ее к стене. И обе секции я соединил между собой стяжками. В итоге получилась монолитная конструкция высотой 2,70, шириной 2,30 и глубиной 58 см. Осталось только установить штанги для вешалок, и в принципе шкафом можно уже пользоваться. Но лучше, когда все это добро будет спрятано за дверьми. И в нашем проекте предусмотрены двери от пола и до потолка. Каждая такая дверь будет висеть на 7 петлях, расстояние между которыми 35-40 см. Кстати, в одном из своих предыдущих роликов я рассказывал о том, как правильно устанавливать мебельные петли, ссылка на него будет в описании. А сейчас хочу сказать, что при разметке мест под петли важно учитывать расположение полок. Петли и полки не должны быть на одном уровне. Вот смотри, вот я их откручиваю вниз. Затягиваю. Вот, все двери установлены и выровнены. Наш шкаф получил законченный вид. И обошелся он нам в 14 тысяч рублей. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн шкафа, а если ролик вам понравился, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Всем добра и творческих успехов. До новых встреч!